Вот мы приехали в старый Несебр. Это островок, расположен на побережье Болгарии, недалеко от Золотых Песков. Сегодня хорошая ноябрьская погода, теплый денек. Вот люди кругом гуляют. И мы решили тоже прогуляться здесь. Он, оказывается, очень маленький. 850 метров на 350 метров этот полуостров. Это один из самых старых городов Европы. Он раньше принадлежал Римской империи, но после ее распада его забрали византийцы. Вот там вдали Солнечный берег. Дальше Святый Влас. Заканчивается поселок Еленита. Это мыс. Прекрасный ноябрьский денек. Тепло. Температура на солнышке градусов, наверное, наверное, до 30, хотя пишут, что 24, но мне аж жарко так-то было. Детская площадочка. Спортивная. Корт. Прямо на берегу. Что способствует занятию спортом. Сейчас мы прогуляемся по старому городу Несебр. Посмотрим на его достопримечательности. Говорят, здесь, если не античные, то еще со времен Римской империи. Посмотрим, покажем, что мы увидели. Прогулочка пешком вокруг всего старого города. Ветер с южной стороны получается. И вот на этой стороне, вот мы зашли сейчас с этой стороны старого города, начинается ветерок. Не знаю, надеюсь, что мне будет хорошо слышно. Вот такое красивое море. Еще один пирс, только уже на этот раз большой. Я думаю, здесь летом очень много пассажирских туристических катеров. Такие красивые навесики. Старые дома, сочетающиеся с новой отделкой. Вот такая здоровенная туя. Не знаю, здесь тяжело передать ее высоту, но я думаю, на метров 10, наверное, 12, не меньше. Здесь кругом дорожки так цивильненько сделаны. Места для отдыха, кафешки один на одном. А вот посмотрите, даже сидит баклан, да? Или это чайка все-таки? Прямо на машине. Инжир растет. И вот здесь такие старые построечки. Узкие улочки. Такие вот деревянные построечки частично. Низ, что интересно, каменный. А верхняя часть деревянная. Люди отдыхают. Что интересно, на вопрос, почему так строили, что верхняя часть выступает над нижней. Нам ответили, что из-за экономии места, вот, то есть как бы нижняя часть, земля очень дорогая, поэтому строили так, чтобы потом внизу было узко, а потом сверху расширялось, чтобы была больше площадь. Ну, не знаю, насколько это правда. Напишите в комментарии, кто знает, расскажите нам более точно. Как я уже говорил, интересный, конечно, момент. Нижняя часть сделана под европейский стандарт, ну, по крайней мере, облицовка, а верхняя часть деревянная.
так и осталась, ее просто покрыли. И вот это в чем-то есть такой изыск старого города на новый манер. Начало ноября. Людей мало. Летом здесь, наверное, туристов очень много. Вот какой-то бар. Бесплатная дегустация вина полсладкий. Мы так и поняли. Но мы еще не в состоянии, нам еще за рулем ездить. Полсладкие, есть виноградная ежевика сухие, бесплатная дегустация, ничего вами не стоит. Окей, Если мы, может, попробуете, захотите, на обратном пути попробуем. Хорошего дня. Вот тоже, пожалуйста. Бесплатная дегустация вин. О, точно, да, бесплатная дегустация. Территория старого Несебра – это все, что осталось после некогда большого полуострова. Было землетрясение, и большая часть полуострова ушла под воду. Но что самое интересное, осталась только та часть суши, где были расположены церкви. Старая, полуразрушенная. Одни остатки тоже выполнено из известняка, из кирпичей из известняка. Но не видно, чтобы здесь были какие-то реставрационные работы. Просто огородили и так и оставили. Но это якобы церковь из византийских еще времен. Вот Месембрия раньше называлась во времена, это старое название Несебра, во времена византийцев. Ну вот тусклая табличка, и там, если что, можно разглядеть, что это памятник архитектуры, церковь Михаила и Архангела Гавриила, постройки что-то 13-14 век, по-моему, насколько я вижу. Вот такая она внутри. Это я уже просунул руку, чтобы вам показать. Вот церковь Святой Спас написано. Ну, здесь что-то GPS совсем гуляет, поэтому можно ошибаться. Почему они так мало восстановлены? Потому что после землетрясения разрешили восстановить эти церкви только на высоту всадника почему-то. Вот такая лавочка, где можно купить вкусности и различные сувениры. Вот мы пришли тоже, написано к музею, но это, по всей видимости, раньше была церковь. Святой Иоанн Предтеча, Несебрская икона. Но это тоже, по всей видимости, музей. В общем, это музей церкви Святого Иоанна Крестителя.
Вот мы пришли еще к одному старому зданию. Здесь, оказывается, их очень много. А вот это церковь Христа Пантократа. Вот это развалины ворот старого Несебра. Сейчас покажу, как они выглядят снаружи. Вот такая старая кладка из известняка, сочетающаяся, конечно, с новыми вставками. Вот макет старого города Несебр. Здесь перечислены все церкви, какие расположены. Вот 16 штук, да? Это на английском, это на болгарском. И вот где они здесь нарисованы. Вот 1, 2, 5, 3, 4 и так далее. Красивый такой старый городишко, довольно-таки чистый, убранный. Вот много народу даже вот в ноябре. Ну, есть что посмотреть. Вот тоже пришли до развалин. Сейчас посмотрим, что это у нас такое. Тоже музей. Просунем камеру сквозь решетку. Вот такой вот храм. Ну, сейчас прочитаем что-то, найдем вывеску. Добрый день. Я прошу прощения. Нигде нет таблички, что это за здание. Это церковь, да? Ну, это еще старые византийских времен, наверное, да? Ну, там просто я не все понимаю. Смотрю, что там амбассадор, что там с американским флагом. Это, Да, это они дали деньги для реставрации. А, для реставрации, но там да? написана история. А, я понял. Удалось выяснить, это все-таки церковь Святого Иоанна Алетургетаса. Вот. И почему американский флаг? Потому что они уделили деньги на реставрацию этой церкви, этого храма.
На каждом углу, можно сказать, банкоматы. А вот здесь можно за 4 лева получить монетку коллекционную с изображением несебра. Вот здесь можно отведать пиццу. Сейчас мы попробуем. Вот такие красивые. Благодаря. Посмотрите, какая красота. Я взял себе капучино, а матери экспрессо. Голодные. В итоге холодная пицца, пока доедим холодную пиццу, остынет холодный кофе будем. Вот в этой кафешке. Кстати, обалденная пицца и кофе. Кофе вообще шедевральный. Давно такой кофе не пил. Класс. Вот, еще раз покажу, вот такая кафешка. У нее там свое кофе, не знаю ну откуда, но очень классная. Что меня, конечно, потрясает, так это в Европе можно стать на автомобиле посреди дороги и вечно болтать. Съели пиццу, попили кофе. Теперь идем до следующей достопримечательности. Вот мы пришли еще до одного древнего храма или церкви. Сейчас посмотрим, как он называется. Вот это церковь Святой Софии. Старая митрополия. Вот так она выглядит. Ну, видны следы реставрации, да, но старая. Вот даже колонна какая-то есть. Старая. Мраморная. Да. Там тоже. А ну-ка зайти внутрь можно посмотреть. К сожалению, нет никаких данных о ее воздвижении, строительстве. Ну, наверное, в интернете надо почитать, там более подробно будет написано. Судя по тому, что вот есть такие элементы из мрамора, битых каких-то колонн или чего-то, что они стоят внутри кладки. Так же, как и здесь мы видим тоже. Вот этот камень явно, что он не отсюда. А все остальное, плимфа, известняк, то это, по всей видимости, остатки колонн и мрамора с какого-то строения, которое было до того, как построили это здание. Вот как равнозначно вот эти вот элементы из мрамора, которые не сочетаются с основной кладкой этого здания, этой церкви. И они явно с другого места, с другого здания, которое было, наверное, разрушено раньше. И может быть даже оно под этим зданием. Также вот остатки элементов каких-то мраморных частей, очень старых. И вот опять же колонна, часть колонны. Откуда только непонятно.
И вот мы вышли опять к морю. А вот руины тоже какого-то древнего здания. Но вход туда закрыт, я смотрю. Сейчас поближе подойдем, посмотрим. К сожалению, здесь закрыто на замок. И можно посмотреть только вот отсюда. Но перелазить мы не будем. Ну, как-то вот так. А вот у нас башня. Ну, вывеска пустая, выгорела, наверное. Трудно понять, что это такое за памятник древности архитектуры. Мельница. А, вот похоже, что это мельница в реставрации. Здесь на набережной Старого Несебра вот такая парковочка, стоянка для автомобилей. Но сейчас в зимний период бесплатно, а летом, говорят, или 1, или 2 лева за час стоимость парковки. Вот такой Старый Несебр.